Привет! На прошлой неделе на национальном правовом портале Беларуси был опубликован указ Лукашенко под говорящим номером 37, которым, среди прочего, внесли изменения и в Устав внутренней службы вооруженных сил Республики Беларусь. Указ обезумевшего от жажды власти деда изменил 11-ю статью Устава, которая теперь гласит, что военнослужащие при выполнении возложенных на них задач имеют право применять физическую силу, специальные средства, боевую и специальную технику, применять и использовать оружие с учетом складывающейся обстановки. Военнослужащий не несет ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, специальных средств, боевой или специальной техники, применения или использования оружия. Простым языком, военнослужащие теперь имеют право применять огнестрельное оружие против граждан, и им ничего за это не будет. Таким образом, самоназначенный таракан узаконил то, что и так давно негласно разрешалось силовикам и военным. В Беларуси такая практика стала обычным явлением. Но ситуация, вероятно, еще хуже, чем кажется на первый взгляд, потому что применять оружие против граждан можно по-разному. Например, во время мобилизационных мероприятий, а чтобы никто никуда не убежал, режим придумал очередную правовую уловку. Сейчас поясню, а вы пока подпишитесь, чтобы получать качественную аналитику и понимать, к чему могут привести, казалось бы, не самые яркие события. 6 февраля посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов, которая должна завершиться в ближайшее время. Вот что заявил Крутой, цитата. «У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас или наоборот. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации, либо наоборот. Конечно, интересно было бы посмотреть на этих граждан, о которых говорит Крутой, а поскольку Россия и Беларусь давно известные во всем мире правовые государства, то совершенно ожидаемо, что любое действие граждан, которое не понравится диктаторскому режиму, будет расцениваться как экстремизм. Совершенно логично, что в список экстремистских статей вскоре могут внести и антивоенные статьи, и тогда все указанные пазлы сложатся в одну кровавую картинку. Как видим, тюрьма народов стремительно расширяется, и Беларусь становится ее неотъемлемой частью. Если вы считаете, что это просто выдумки, то обращаю ваше внимание на то, что мир начал абсолютно всерьез готовиться к войне с обезумевшим Путиным. Ну и, конечно же, с его верным миньоном Лукашенко. На этот раз британское издание The Telegraph опубликовало очередной сценарий войны между РФ и странами НАТО, которая предусматривает все, о чем мы ранее уже вам сообщали. Новая мобилизация в 200 тысяч солдат в России и новое наступление в Украине весной 2024 года. РФ спровоцирует протесты русскоязычных в странах Балтии и проведет кибератаки против этих стран летом. Протесты используются в качестве повода для учений в Беларуси и размещения войск в Калининграде осенью. Зимой начнутся стычки в районе Сувалковского коридора. Во многом повторение предыдущей версии от Бундесвера, опубликованной в Bild. Мы же напоминаем, что преступные интересы диктаторов не должны становиться дороже человеческих жизней. Белорусы – свободный народ, и он это обязательно докажет. Ожидается, что в марте в зоне так называемого СВО начнутся особо кровавые мясные штурмы. Именно такой предвыборный подарок Путину готовит Министерство убийства РФ. Естественно, в случае захвата украинской деревни или населенного пункта пропаганда агрессора представит Путина новым Юлием Цезарем, Петром I и Екатериной Великой одновременно. Не менее 380 тысяч убитых и раненых – такова страшная цена геополитических амбиций Путина, возомнившего себя собирателем земель русских. Как следствие, в ближайшее время смертность в войсках существенно вырастет. Мясные штурмы страшны тем, что в условиях шквального огня и полного отсутствия координации между подразделениями большинство раненых бросают на поле боя. В сети полно видео, на которых брошенные раненые российские военные сами добивают себя, стреляя себе в голову или в сердце.
10 февраля на запорожском направлении была предпринята попытка штурма украинских позиций в стиле Жукова. Российские танки, выдвинувшиеся по открытой местности в направлении Работино, были методично расстреляны артиллерией и ФПВ-дронами. Авдеевка, затмившая кровавый штурм Бахмута, доказательство геноцидной политики российских властей в отношении собственного народа. 10 февраля исполнилось 4 месяца с момента начала штурма города. Все, чего удалось достигнуть ценой сотен уничтоженных танков, орудий и бесчисленного количества солдатских жизней, это заход на окраину Авдеевки. Сам город такими темпами будут брать около 2 лет. Оценочно ежедневные потери будут составлять не менее 600-800 человек. А отправлять пушечное мясо на штурм будут, как всегда, без прикрытия. Это дорога в один конец. К этому следует добавить, что все дороги и поля заминированы. Украинские дроны видят каждый квадратный метр. Орудия заряжены и готовы открыть огонь. Более того, вероятно, что большинство полученного ВСУ западного оружия еще не было применено и готово к применению. 3-я годовщина начала СВО станет трагедией для россиян. Непрекращающийся поток цинковых коробок и пластиковых пакетов превратится в цунами. Каждая российская семья отдаст кровавую дань Путину, единственным достижением которого стали стремительно разросшиеся по всей России кладбища и увеличение числа вдов и сирот. Минобороны России предлагает установить единый предельный возраст в период мобилизации для высших офицеров до 70 лет, для остальных до 65. Ведь негоже дедушкам дома сидеть, когда родина в опасности. А если представить, сколько денег останется в бюджете после очередного мясного штурма, в общем, идея максимально скрипоносная. Военные преступники придумывают все новые и новые уловки для того, чтобы загнать как можно больше людей на фронт. Минобороны РФ уже разработала соответствующий законопроект. И если этот проект будет принят, то все мобилизованные и контрактники будут оставаться на фронте до достижения пенсионного возраста, либо до окончания мобилизации. Но учитывая постоянно меняющееся законодательство, первого варианта может и не быть, и воевать придется даже на пенсии. Мобилизованные, которые надеялись на увольнение в этом году, сейчас предельный возраст для них 55 лет, могут уволиться только спустя 10 лет. Соответственно, те, кого мобилизуют в 65, получат такую возможность в 75. Также законодательство разрешает заключить новый контракт о военной службе по достижению предельного возраста. Но это не совсем логично. О чем это я? Откуда в ватной голове взяться логики? Ожидаемая продолжительность жизни в России по официальным данным на 2021 год в среднем составляет 70 лет. Не все мобилизованные в возрасте 55+, смогут дожить до конца службы, и преградой могут стать, если не ранения, полученные в бою, то проблемы со здоровьем из-за возраста. Российские власти хотят продолжать войну, которая позволяет им воровать еще больше денег и прикрывать свою некомпетентность ведением боевых действий. Ни сами чиновники, ни их родственники не участвуют в СВО. Отправляя россиян на убой, чиновники хотят убить 2 зайцев одним выстрелом, решить проблему с нехваткой людей на фронте и сократить расходы на выплату пенсий. Какие пенсии? Ракеты важнее. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин фактически оправдал действия нацистов, заявив, что Польша сама спровоцировала Гитлера начать Вторую мировую войну. Значительную часть разговора Путин посвятил своему видению истории, в котором он уже традиционно оправдывал агрессию против Украины тем, что такого государства никогда не существовало. После вторжения в Украину Путин заявлял: «Мы не хотели нападать, нас заставили». Почти слово в слово то же самое говорил Гитлер в своей речи перед Рейхстагом после нападения на Польшу 1 сентября 1939 года. Цитата. «Польское государство отказалось от мирного урегулирования конфликта и взялось за оружие. Чтобы прекратить это безумие, у меня нет другого выхода, кроме как отныне и впредь силе противопоставить силу». Как и агрессию в Украине, Путин также оправдал нападение нацистской Германии на Польшу в 1939 году, обвинив поляков в том, что они сотрудничали с Гитлером. Кроме того, по словам Путина, Вторая мировая война началась из-за несговорчивости поляков. Якобы отказавшись передать Гитлеру территорию Польши под названием Данцигский коридор,
Варшава зашла слишком далеко, подтолкнула фюрера начать военные действия. Заметим, что в сентябре 1939 года именно нацистская Германия и Советский Союз напали на Польшу по условиям пакта Молотова-Риббентропа, подписанного между обоими государствами. На выпады российского президента польский колумнист Петр Бенюшес написал: «Слова Путина, что он не планирует нападение на Польшу, означают, что диктатор уже имеет в ящике по крайней мере несколько планов нападения Польши на Россию». Германия во время господства нацистов осуществила аншлюз Австрии, то есть присоединила к своим владениям независимые государства. Кроме того, была осуществлена оккупация Судет под эгидой защиты проживающего там немецкого населения. Путин часто повторяет действия и даже постулаты Гитлера. РФ не придумала новых механизмов и осуществила аннексию Крыма и оккупацию Донбасса под тем же надуманным предлогом, который ранее использовал Гитлер. К тому же российские войска также осуществили оккупацию части территории двух независимых государств, помимо Украины, Молдовы и Грузии. В результате появились самопровозглашенные непризнанные Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия. Российские пропагандисты не придумали ничего умнее, чем предложить для патриотического подъема масс новый фашистский символ, по сути, новую свастику. Представители российской власти, как и нацисты Третьего рейха, любят символы, но осознают ли они, что действует так же, как и Гитлер в 1941-1944 годах? Символ Z использовался в концентрационном лагере Заксенхаузен. Станция Z – так называлось здание, где нацисты массово уничтожали заключенных. В 1943 году здесь заработала еще и газовая камера. Одним из оправданий полномасштабного вторжения в Украину в России называют денацификацию. Ярлык нацизма российское руководство повсеместно применяет не только к Украине, но и к странам Балтии, Польше и даже к Израилю. В мае прошлого года в интервью итальянскому телеканалу Лавров назвал самыми яростными антисемитами самих евреев и сравнил президента Украины Владимира Зеленского с немецким диктатором Адольфом Гитлером, который, по словам Лаврова, тоже имел еврейскую кровь. Таким образом, нынешняя Россия открыто оправдывает нацизм и действия Гитлера. При этом пытается обвинить в распространении неонацизма другие страны. Не исключено, что российские власти такими высказываниями уже готовят повод для дальнейшей агрессии против суверенных европейских государств. Друзья, на моем развлекательном канале Хатки на днях вышло видео из Германии. Я побывала в городе Пазивальк, в котором, по признанию Гитлера, ему пришла в голову идея стать политиком. Поддержите мой канал, буду вас ждать там.